Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков много. Для вашего удобства они собраны небольшие коллекции, поэтому на главной странице канала есть раздел «Плейлисты». Нажимаете, проваливаетесь, получается, в раздел, и перед вами открывается много папочек. Выбираете понравившуюся папочку, смотрите видео. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарий. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам с разных континентов, с разных стран, с разных городов. Спасибо вам огромное за ваши добрые слова, хорошие комментарии, большую поддержку. Я к вам сегодня с новым узорчиком. И вот с такими ниточками. С ниточками мы с такими уже работали. Даже с такой палитрой есть один узорчик. Так, ниточки называются Нака Мохер Деликат. Новички, кто еще не вязал, пробуйте обязательно. Мы сегодня посмотрим, что получается из данной пряжи. Что в составе данной пряжи. Смотрите, 5% мохера, 10% шерсти и аж 85% премиального акрила. Идем дальше. Чтобы не забыла, вам сразу же скажу цвет. Если такой же моточек увидите, я думаю, что это 54,91. Ну, возможно, возьмите на заметку 64,91. Просто плохо отпечатано. Итак, получается, здесь в 100 граммах находится 500 метров. Так, вот 100 граммах 500 метров. Ну и советуют, получается, производители, берите крючок номер 4. Видите? 4. Я буду вязать троечкой. Я вязала данную пряжу троечкой. При моей плотности вязания меня в принципе, это устраивает. Смотрите, вы берете крючок, который подходит вашей плотности вязания. Опять же, не забывайте, смотрите аннотацию, да, какой крючок просят вас брать производители той или иной пряжи. То есть вы можете брать совсем любую пряжу. У меня узорчики универсальные, вы можете взять ими любой пряжи, не только такой, который показываю я. Итак, на камеру цвет передается точно так же, как он и есть вживую. То есть никаких изменений, ни светлее, ни темнее, прям точно так. Сегодняшний узорчик я схемку вам не показываю, потому что я немножко схемку по ходу переделала. Поэтому наблюдайте за руками. Узорчик, как всегда, несложный. Вяжите с удовольствием. Ну что, свяжем? Давайте. Так, смотрите, вот сама по себе пряжа. Она не сильно пушистая, но вот такие вот ворсиночки все равно есть. Поэтому, когда будете вязать, новички особенно, да, пряжа, вот данные ворсиночки могут цепляться. Поэтому сильно маленький крючок не берите. Наберетесь опыта, сможете и маленьким крючком вязать. И когда будете вязать, заранее просчитывайте, что будете вязать, количество петель, количество столбиков. Потому что, когда будут цепляться вот эти вот ворсиночки, распустить будет сложно. Возможно, но сложно. Итак, а так пряжа в принципе хорошая. Смотрите, раппорт сегодняшнего узорчика будет 8 петелек. 8. Получается, я наберу 4 раппорта. Еще дополнительно я наберу 5 петелек для того, чтобы узорчик красиво закончился. Итак, раппорт узорчика 8. А дальше вы уже набираете, сколько вам будет необходимо. Я набираю, получается, 32 плюс 5, 37 воздушных петелек. Итак, петелька фиксации. Все как всегда. Да? Мы эту петельку, получается, не считаем. А теперь 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот наш будущий образец. Теперь в узорчике будет много в начале воздушных петелек. И новички, чтобы вы не запутались в воздушных петельках, настоятельно рекомендую сделать дополнительный ряд. Итак, 3 петельки подъема. Повторяйте. 1, 2, 3. Теперь отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Это столбик с накидом. В следующую петельку цепочки ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Понятно? Вот. И так далее в каждую петельку цепочки нашей косички мы ныряем и в каждую петельку провязываем по одному столбику с накидом. То есть логично понять, что если вы набирали, как я, например, да, 37 воздушных петелек, значит должно получиться 37 столбиков с накидом. Ничего сложного. Вот эти вот первые 3 петельки, которые мы набрали, это тоже имитация столбика. То есть мы тоже считаем как за столбик. Итак, я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков с накидом. Теперь я должна буду провязать вот так вот до конца ряда столбики с накидом. Угу, вы тоже провязывайте. В конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится.
Так, смотрите, вот наша дорожка готова. Теперь нам будет очень просто и легко вязать непосредственно сам узорчик. Итак, для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Имитация столбика с накидом. Поворот. И дальше одна воздушная петелька по узорчику. Одна. Получается у нас 4 воздушные петельки по самому началу. Далее делаем накид. Сюда же ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. Одна воздушная петелька. И опять сюда же, в этот же столбик ныряем и провязываем еще один столбик с накидом. То есть у вас получается вот такие вот 3 столбика с накидом и между ними по одной воздушной петельке. Далее воздушная петелька. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в 4-й столбик ныряем и провязываем столбик без накида. Есть. Одна воздушная петелька. Опять пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. Видите, как удобно, да? Не воздушными петельками. И в 4-й столбик мы провязываем с вами веерочек, состоящий из 5 столбиков с накидом. Раз столбик с накидом. И между столбиками будет по одной воздушной петельке. Воздушная петелька. Сюда же 2-й столбик с накидом. Воздушная петелька. Сюда же 3-й столбик с накидом. Воздушная петелька. Сюда же 4-й столбик с накидом. Воздушная петелька и сюда же столбик с накидом. И у нас с вами получается вот такой вот веерочек. То есть в самом начале, да, у нас как бы пол веерочка. То есть то же самое, только у нас были 3 столбика. Поняли, да? А здесь у нас уже полноценный веерочек. После веерочка опять воздушная петелька. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4-й провязываем столбик без накида. Воздушная петелька. И опять раз, два, три столбика пропускаем. И в 4-й начинаем провязывать точно такой же опять веерочек, состоящий из 5 столбиков. Между столбиками одна воздушная петелька. Не сложно? То есть веерочек, столбик. Дальше веерочек, столбик и так далее на длину вашего образца. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, самостоятельно у вас получится. Так, смотрите, практически мы ряд закончили, да? Получается, продолжаем точно так же наш узорчик. После веерочка, смотрите, пропускаю опять 3 столбика. Раз, два, три. И в 4-й, а это получается 3 петельки подъема, я буду провязывать, так, воздушную петельку сделали. И провязываю столбик без накида. Вот, все. Вот так вот мой ряд закончился, да. То есть вы можете делать там четное количество раппортов, да. Там, например, там 4,5 раппорт, например, там 5, 5,5, ну и так далее. Просто когда меня спрашивают, почему вы набрали то или иное количество петелек. Ну, вот так вот захотела. Отвлеклись. Дальше. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И теперь смотрите внимательно. Будем работать, получается, вот с нашими веерочками, а вернее с арочками, которые находятся между столбиками. Вот это первая арочка, воздушная петелька. Смотрите, делаем накид, ныряем в арочку, вытягиваем ниточку, подтягиваем, не провязываем. Раз, два, три, 4. Я делаю, например, 4 петельки, 4 накида. Вы можете делать больше, вы можете делать меньше, на ваше усмотрение. Чем больше будет петелек, тем эффектнее выглядит, получается, ваш пышный столбик. Это будет пышный столбик. Но не забывайте, что он кушает много пряжи. Угу. Итак, смотрите, все вместе провязываем и обязательно фиксируем. Вот такой вот пышный столбик сформировался. Далее, смотрите, делаем 2 воздушные петельки. Раз, два, вот наша первая арочка. Мы шагаем вот во вторую арочку и ныряем, провязываем столбик без накида. Есть. Далее воздушная петелька. Ныряем в 3-ю арочку. По порядочку идем. Столбик без накида. Есть. Далее, смотрите, 2 воздушные петельки. И в последнюю самую арочку мы будем делать точно такой же пышный столбик. Итак, накид. Нырнули, вытянули ниточку. Раз, накид. 2, накид. 3. Вы здесь можете остановиться, но я сделаю 4. Угу. Либо можете делать дальше. 5, 6, 7. Все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Вот наш пышный столбик. Воздушная петелька. И смотрите, я перепрыгиваю сразу же, получается, к следующему веерочку, опять к первой арочке. И провязываю точно такой же пышный столбик. Накид 1, накид 2, накид 3, накид 4. Провязала все, зафиксировала. И опять дальше повторение. Все то же самое, повторение. Делаем, получается, 2 воздушные петельки. Раз, два. В следующую арочку ныряем столбик без накида.
воздушная петелька, в следующую арочку столбик без накида, 2 воздушные петельки и опять пышный столбик. Раз, два, три, 4. Все вместе провязали, зафиксировали, воздушная петелька и получается в следующую опять арочку следующего веерочка начинаем делать точно такой же пышный столбик. Поняли, да? Вот такая картина получается. Не сложно? Не сложно. Если что, чуть-чуть назад перематывайте, повторяйте. Пышный столбик, столбик без накида, пышный столбик. Пышный столбик, столбик без накида, пышный столбик. И до конца ряда. Угу. Все, давайте. Несложно, у вас получится. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот пышные столбики, да, около веерочков. И получается здесь у нас пол веерочка. Получается и будет пышный столбик тоже один, да. Вот пышный столбик сделали. Дальше 2 воздушные петельки. И смотрите, я присоединяюсь в следующую арочку и провязываю столбик без накида. Но мне же необходимо закончить, да, ряд. Получается, я присоединяюсь к 3-й петельке подъема и провязываю столбик без накида. Все, вот теперь ряд уже закончен. Далее что мы делаем? Одну воздушную петельку, поворот, и сюда же, вот в этот столбик, я провязываю столбик без накида. Есть. Далее воздушная петелька, накид. И смотрите, вот там получается, где у нас воздушная петелька между двумя пышными столбиками, да, мы ныряем вот в эту арочку и будем провязывать веерочек, состоящий из 5 столбиков с накидом. Итак, столбик с накидом 1, воздушная петелька, сюда же столбик с накидом 2, воздушная петелька, столбик с накидом 3, воздушная петелька, столбик с накидом 4, воздушная петелька и столбик с накидом 5. У нас с вами получился веерочек. То есть мы сейчас с вами будем повторять точь-в-точь, как первый ряд. После веерочка, помните, да, у нас была, получается, одна воздушная петелька. А дальше смотрите, вот у нас получается, помните, в центре, да, мы делали столбик без накида, воздушная петелька, столбик без накида. Так вот, там, где воздушная петелька у нас была, мы ныряем вот в эту арочку и провязываем столбик без накида. Воздушная петелька и опять между двумя пышными столбиками, так, мы провязываем веерочек, состоящий из 5 столбиков с накидом, и между ними будет по одной воздушной петельке. 2 воздушная петелька, 3 воздушная петелька, 4 воздушная петелька и 5 воздушная петелька, и опять между столбиками арочка, вот такая вот маленькая, из одной воздушной петельки мы ныряем в эту арочку и провязываем столбик без накида. Поняли, да? То есть вот та же самая картина, которая у нас была в первом ряду. У нас был веерочек, столбик, столбик. Помните, да? То же самое мы провязываем и здесь. Только у нас получается веерочки, видите, смещены. Здесь у нас был веерочек, а здесь у нас получается смещен. Вправо, влево. Понятно? Вот у нас веерочки, вот между ними будет веерочек. Поняли, да? Все. То есть между пышными столбиками растет веерочек. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Итак, смотрите, вот наши веерочки очередные готовы. Здесь, если у нас получается, мы начинали со столбика, а потом шел веерочек, да, то здесь у нас заканчивается ряд половинкой веерочка. Угу, несложно. Итак, то есть 3, получается, всего лишь только будет столбика. Дальше. Опять делаем воздушную петельку, поворот. И сюда же, в этот же столбик, мы провязываем столбик без накида. А затем, смотрите, провязываем следующую арочку. Да, помните, мы будем провязывать вот этот вот ряд, у нас второй, который у нас был с пышными столбиками. Так вот, в центральную, получается, арочку столбик без накида. А далее, смотрите, 2 воздушные петельки и пышный столбик. Да, помните, вот в конце. Пышный столбик. 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька. И вот наш полноценный веерочек. То есть вначале в первую арочку ныряем. 1, накид. 2, накид, 3, накид, 4. Все вместе провязали и обязательно зафиксировали. 2 воздушные петельки. Дальше в следующую арочку нырнули, провязали столбик без накида. Воздушная петелька. В следующую арочку столбик без накида. 2 воздушные петельки. И опять в последнюю, получается, арочку провязываем пышный столбик. Накид 1. Накид 2, накид 3, накид 4, все вместе провязали, зафиксировали, воздушная петелька и опять перепрыгнули следующий веерочек. Поняли, да? То есть вот у нас идет повторение.
Понятно? То есть у нас всего лишь 2 ряда. Раз, два, раз, два. Угу. Давайте до конца ряда еще раз. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот мы провязали еще один ряд. Так, как здесь правильно закончить ряд? То есть получается, у нас здесь заканчивается в нашем веерочке, да? Видите, последний пышный столбик. И теперь мы делаем просто накид. И вот столбик без накида, вот столбик без накида, мы провязываем в него сразу же столбик с накидом. Все, наш ряд выровнен, да? Помните? Угу. То есть здесь у нас, помните, пышный столбик, воздушная петелька, да? И опять пышный столбик. То есть мы закончили просто без воздушных петелек, сразу столбик с накидом. А теперь мы будем точь-в-точь повторять самый-самый первый ряд. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Накид. Сюда же ныряем в верхушку этого столбика и провязываем столбик с накидом. 1. Воздушная петелька, столбик с накидом 2. Помните, да? У нас здесь было пол веерочка. Угу. Дальше мы делаем воздушную петельку и теперь перепрыгиваем опять. Вот между двумя столбиками у нас здесь была воздушная петелька, арочка. Делаем столбик без накида, воздушная петелька и опять перепрыгиваем. Вот наша арочка получается между пышными столбиками, и в эту арочку провязываем веерочек, состоящий из 5 столбиков с накидом. Воздушная петелька, второй столбик с накидом, воздушная петелька, третий столбик с накидом, воздушная петелька, четвертый столбик с накидом, воздушная петелька и 5 столбик с накидом. У нас получается вот такой вот веерочек. Поняли, да? То есть вот в этом и заключается, получается, весь узорчик. Всего лишь только 2 ряда. В одном веерочке, в другом пышные столбики. В одном веерочке, в другом пышные столбики. Ничего сложного, да? Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Так? И посмотрим, что в итоге получится. Получится вот такая вот пышно-ажурная красота. Угу. Ну, как правило, когда узорчик чуть побольше, можно увидеть всю прелесть узорчика. Договорились? Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, девчата, ребята, смотрите. Провязала я несколько рядочков. Вот такая получается красота. Не удержалась я. Если я вот эти, получается, крестики, да, так скажем, 1, 2, 3 рядочка, я провязала пышные столбики из 4 столбиков, 4 накидов, да, 4 петелек, то здесь я сделала по 5. Мне кажется, попышнее, получше, пообъемнее. Но тут на любителя, опять же, на количество пряжи, которое у вас есть в наличии. Узорчик получается двусторонний. Выбирайте, какой вам понравился больше. И вяжите. Воочию, да, вот так вот, если реально вот так смотреть, то он, конечно, шикарно смотрится. Может быть, на камеру не очень передается, но так здоровски. А представьте, это будет французская кофточка или кардиганчик, да? А особенно на контрасте темное со светлым. А под низом будет какая-то светленькая кофточка, блузочка, водолазочка. Здорово? Здорово. Необычно, необычно. В копилочку ваших узорчиков. Вот так вот. Опять же, вы можете что делать? Вы можете, например, вот эти самые цветочки, да? Вот, например, один у вас цветочек одним цветом. Следующий цветочек у вас будет другим цветом. Ну, может быть, да? Попробовать. Красота будет, красота. Опять же, секционной пряжи. Она, конечно, сюрпризом бывает пряжа секционная, но все равно можно попробовать. Так что берите любую пряжу, обязательно пробуйте, обязательно вяжите. А если кто вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вы вязали, что у вас получилось. Договорились? Итак, давайте замерим. Я, получается, набирала 32 плюс 5, 37 воздушных петелек. Если этой же пряжей, этим же крючком и это же, получается, плотность вязания, то вот 19 сантиметров. Так? А тут, получается, у нас, будем по веерочкам, да, веерочек раз. Это, получается, веерочек, да, цветочек. Веерочек раз, 2 ряда, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Закончила я вот так вот ровненько 12 и первый набирала 13. Ну-ка, сколько у нас получается? Это получается, ну вот 12,5 сантиметров. Видите? 12,5 сантиметров. Самое интересное, что узорчик очень удобный, чтобы вы закончили его ровно. Что это у вас будет, например, какое-то изделие, чтобы с ровным краем. Вы можете начать ровно и можете закончить ровно. Здорово, здорово. За счет воздушных петелек он, конечно, будет тянуться. Вот так вот он тянется. Ну и опять же, подключайтесь, получается, летний, получается, пряжа. Это летние изделия, зимняя пряжа, зимние изделия, да, шарфики, снудики и так далее, и так далее. Вот такая красота. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить свои лайки, подписывайтесь. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. А также сохраняйте себе в плейлисты, там, где плюсик у вас справа внизу стоит. И смотрите в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.